Друзья, новый день, новое приключение. И я лечу одна. А куда же? На самом деле, в новое для себя место. Я там еще никогда не была. И будет очень интересно. Могу сказать, что там тоже говорят по-русски. Лечу я на самом деле не так долго. Всего 2 часа с Астаны. Прямой рейс. Астана, Ташкент. Через пару часов мы будем уже с вами гулять по Ташкенту и пробовать узбекский плов. Погнали! Добро пожаловать в Ташкент. Полет был максимально приятным. 2 часа, даже час 40. И я выхожу на свежий воздух. Намного теплее, чем сейчас в Астане. И воздух, если честно, отличается. Как-то теплее и даже дышится легче. Мне надо найти свое такси. Я надеюсь, я сейчас его быстренько найду. Потому что на данный момент я не вижу человека, чтобы меня встречал. И что меня удивило, так это то, что за такой короткий полет даже умудрились еще покормить. Ну что говорить, гостеприимные люди очень. Дали булочку с таким большим-большим куском колбасы, сок и водичку. Очень приятно было. Аэропорт небольшой, поэтому сейчас найти свой выход вообще не сложно. Дорогие друзья, и как всегда, конечно же, рум-тур. Давайте зайдем в мой номер. Номер на последнем этаже, и поэтому вот такое вот окошко у меня. Кондиционер имеется, небольшой столик, стул, большой телевизор. Я думаю, у меня, конечно, не будет времени смотреть телевизор. Кровать большая. Я уже заряжаю телефон. И вот здесь можно повесить вещи, тапочки. Привет, привет. И вот такая вот ванная. Все новенькое, много полотенец, халатик. Просто супер. Фен есть, зубные щетки есть. Ну просто красота. А мы с вами пойдем теперь пробовать плов. Пошлите попробуем узбекский плов, который все так хвалят. Я уже жду. Я весь день сегодня голодная. И поэтому, если честно, я уже рада покушать. Поэтому побежали быстрее. Смотрите, какой приятный дворик здесь в отеле. Вот такой граффити. Очень мило. Отель называется Сапьен. Мой номер стоит 42 евро. Кому интересно, могу оставить ссылочку на него потом. Как выглядит здание снаружи? Ну, по-моему, миленько. А я пошла искать все-таки, где мне добыть узбекский плов. Точнее, я уже знаю, где мне добыть еду, поэтому я просто туда направляюсь. Друзья, мы пришли с вами в ресторанчик и будем сейчас выбирать. Давайте посмотрим национальные блюда. Выглядит, конечно, все очень вкусно. Ой, будет тяжело выбирать. Ой, сколько мяса. Что мы можем приступать? Мне принесли, конечно же, плов. И я заказала себе еще компотик. Очень хочется освежающего компотика, потому что как-то жарковато мне после Астаны здесь. Давайте попробуем. Очень вкусно. Компотик фруктовый. И вот такая вот большая тарелка плова. Я даже не знаю, с чего начать. Мне прям очень интересно. Очень прикольно. Немножко сладковато. Наверное, потому что здесь изюм. Мясо прям вкусное. Но я не уверена, что смогу съесть всю эту большую тарелку сама. Но мне нравится. В конце покажу, сколько же я заплатила за мой вот такой вот ужин. Люстры просто вау. Тут несколько залов. Но выглядит прям
очень так по-ресторанному. Я даже чувствую себя как-то неуютно здесь, потому что я одета чисто по-спортивному, а заведение реально как ресторан. Порция не на шутку огромная. Я все не осилила, даже компотик не допила. Но вот мой счет. 43 тысячи. Выглядит, конечно, огромно, но если перевести в евро, то это 3,45. По-моему, просто суперская цена. Пол-литра компотика, огромная порция плова, которую бы даже хватило на двоих. И я очень наелась, поэтому пошлите с вами растрясывать все калории. А пока Эля ест такой вкуснейший плов, что делаю я? Я прогуливаюсь по Астане. У нас сейчас наступает закат. Вот видите, какое красивейшее небо. Я хочу отметить, в Астане просто невероятно красивейшее небо. И что же я сейчас буду делать, пока прогуливаюсь? Правильно. Тоже что-нибудь хочу взять с собой перекусить. Зайду в Астану и что-нибудь куплю. Скорее всего, возьму какую-нибудь там булочку или что-нибудь такое. Вот прям, чтобы прям вкусненькое. И, наверное, какой-нибудь лимонадик, чтобы это все дело запить, естественно. Верите, куда я приехала в первый вечер в Ташкенте? А это именно Magic City. Я посмотрела несколько видео о Ташкенте и решила, что в это место нужно приехать, когда уже стемнеет. И поэтому в первый вечер я отправилась именно сюда. Не, ну скажите, правда, выглядит очень красиво. И давайте с вами пройдем главные ворота. Можно, конечно, было обойти сбоку, но я решила зайти через главный вход. Magic City — это так называемое развлекательное место. Здесь магазины, еда, аттракционы. И самое главное, вход сюда бесплатный. Вы можете просто прийти, погулять и насладиться этим всем видом. Пошлите посмотрим. Здравствуйте. По какой-то причине меня попросили показать сумку. Ну ладно, это все-таки главный вход, они немножко смотрят, но мне кажется, я не выгляжу подозрительно все-таки. Но здесь очень-очень красиво. Просто вау. Как будто даже какой-то Диснейленд, что ли. Каждая улочка тут отличается. Вот здесь, например, висят зонтики, там фонарики. Ну, в таком довольно-таки европейском стиле. Но все-таки вот есть какие-то моменты, которые напоминают, что мы все-таки находимся в Узбекистане. Это шоу ждали все. Если честно, очень-очень красиво. Даже, я бы сказала, наравне Дубай. То есть я не ожидала, что такое вообще может быть в Ташкенте. Просто супер, но народу очень много. Как я уже сказала ранее, здесь очень много развлечений детям и родителям, да и вообще всем здесь явно весело. Есть разные музеи, лабиринты, прогулочная зона, все чистенько, аккуратненько, такой вот тротуарчик вообще. То есть, чтобы провести здесь летний вечер, всем советую, кто будет в Ташкенте. Вот это вот именно карта Magic City. То есть, как вы видите, площадь очень большая.
на такси практически из моего отеля, на такси сюда 2 километра. Мой отель почти прямо вот в центре, можно сказать. И я потратила сюда на такси 1 евро, то есть я проехала 2 километра за 1 еврик. Но цена такси тоже просто суперская. Вот такие киоски всякие. Для вызова такси приложения Яндекс.Го и InDrive также работают, как в Казахстане. То есть просто вызываете, оплата картой или наличными. Интересно, чем же там Эдвард занимается, пока я здесь гуляю по такому вот красивому местечку. Интересно, как там в Астане погода, потому что когда я вылетала, было, если честно, очень так холодновато и дождливо. Надеюсь, дождь не пошел все-таки. Конечно же, я могу сказать то, что сейчас у нас тут чуть-чуть прохладно. Несмотря на то, что я в футболке, все равно здесь прохладненько чуть-чуть. Плюс 20 градусов, такой легкий ветерок прохладненький. Поэтому, да, Эле сейчас явно теплее. Может быть и вкуснее. Все-таки Ташкент — это то место, где родина плова вкуснейшего. Да, приятного тебе аппетита, Эля. Да. Данный магазин Астана, чем он знаменит? Во-первых, это вторая точка его. Во-вторых, он уже существует очень давно. И в-третьих, там просто обалденнейшая выпечка. Самая вкусная, которую можно найти. Ну, по моему мнению. Ну, и Эле тоже, естественно, нравится. Я беру вот такую вот замечательную, смотрите, красивейшую булочку с маком. И сейчас я буду ее приготовить. Она даже пахнет очень свежей. Ну, давайте пойдем дальше. Ну что за вкуснотища, а? Я хочу сказать, это очень вкусно. Всем утро ночной день завтрака. У меня тут блинчики, чуть-чуть фруктов и освежающий напиток. Сейчас мы пойдем с вами гулять. Надеюсь, будет не слишком жарко. Друзья, ноги в руки и гулять. Я нахожусь сейчас рядом с Вестминстерским университетом города Ташкент. Выглядит это здание примерно так. Гуляю сейчас по центру города уже. Вот так все выглядит. И что я могу сказать? На улице уже 35 градусов. Я намазалась солнцезащитным кремом. Не хочу лишний раз сгорать. И на мне вот такая вот рубашка, что тоже защищает руки и плечи. Завтрак в отеле был у меня уже включен в стоимость номера. И номер обошелся мне в 42 евро. Мне очень нравится то, что почти везде можно платить картой. То есть мне еще не приходилось. Я очень рада, что мне еще не приходилось менять, допустим, евро или снимать в банке деньги. Также есть самокаты от фирмы Virent VIP. Можно также скачать приложение, открыть самокат и прокатиться. Если я устану гулять, я, наверное, так и сделаю. Но пока что я иду вот по такой аллее. Здесь тенечек и довольно-таки приятно. Небольшая такая история, что же я делаю в Ташкенте, да еще одна. Дело в том, что с немецким паспортом вы можете находиться в Казахстане 30 дней. И если вы, конечно, хотите продлить ваше нахождение в Казахстане, нужно сделать, допустим, один выезд или уже какую-то долгосрочную визу. Так как пока что у меня нет долгосрочной визы, я сделала один выезд, так сказать, из страны. Вылет в лед можно сделать. И вот сегодня уже скоро отправлюсь потом в аэропорт после прогулки и полечу обратно. Думаю, Эдвард меня уже ждет. Справа от меня находится филармония. Здание выглядит очень красиво, оно такое белое. Здесь очень часто встречаются всякие парки, фонтанчики. Этот фонтанчик сейчас не включен, но здесь это прям очень популярно. То есть везде скамеечки, можно посидеть, отдохнуть. А вот мы уже подходим с вами.
так вот выглядит это здание спереди. Очень, конечно, красиво, очень мощно, просто суперски. Как все ухожено, травка поливается. Ну, просто красота. Хочу еще упомянуть то, что в 1966 году в Ташкенте было землетрясение. И весь город был разрушен. Это просто невероятно. Вы представляете, просто весь город был разрушен. И его восстановили. Многие страны помогли восстановить этот город красивейший. И теперь мы его вот таким вот видим. Это удивительно, потому что город в очень хорошем состоянии. Я, правда, удивлена и как-то даже восхищаюсь. Пока сама здесь не побывала, не подумала бы, что Ташкент такой красивый. Но после того, как я уже здесь немножко прогулялась, могу сказать смело, этот город стоит посетить, и даже можно хорошо провести время. Посмотрите, как здесь все аккуратно. Перейти ту дорогу — это еще тот квест. Зебра не означает то, что пропустят, но я справилась. Я сейчас иду вот поблизости к министерству какое-то министерство. Это вот рядом все правительственное здание уже. Я сейчас направляюсь в самую глубь центра, в самое знаменитое место Ташкента. Мне вроде бы на ту сторону. Я, конечно, точно не уверена, но, по-моему, мне на ту сторону. Смущает меня то, что тут заборчик, там заборчик. Пока что непонятно, как я туда вообще попаду. Каждая секунда, что я нахожусь на улице, под солнцем, становится все жарче и жарче. Поэтому надо срочно искать тенечек и идти по теньку, потому что так долго я не прогуляюсь тут. Ладно, признаюсь, мне становится уже ужасно жарко. Но я все-таки дошла. Мы с вами находимся на центральной площади города. И она названа в честь Амир Тимура. Это национальный герой военный. В честь него, так сказать, памятник. И названа эта площадь. На памятнике стоит на 4 языках «Сила справедливости». Чтобы перейти дорогу, нужно спуститься вот в такой вот переход. Кстати, забыла еще упомянуть то, что в Ташкенте даже есть метро. Я на нем не успею прокатиться, но, насколько я знаю, оно тоже очень чистенькая, красивая, и каждая станция имеет свой определенный стиль. Может, когда-нибудь все-таки прокатимся. Но пока что я просто перехожу дорогу. Я хочу немножко просто пройтись, посмотреть еще на город, потому что мне и правда здесь очень нравится. А в аэропорт потом я поеду уже на такси, вызову Яндекс.Го. Я оплачиваю картой, поэтому вот мне и не приходится снимать деньги. Честно, я даже не видела банкоматы здесь. Ой, как хорошо идти по теньку. Божественно. Птички поют. Подошли с вами к еще одному красивому зданию. Это музей истории. Посмотрите, как здание выглядит. Опять фонтанчик, скверики. Ну какая красота же. Очень приятно здесь гулять. Друзья, я нахожусь сейчас рядом с дворцом Романовых, который был построен в 1891 году. К сожалению, это здание заброшено сейчас, и подойти к нему ближе невозможно. Но со стороны выглядит очень красиво, и хотелось бы посмотреть, конечно, внутри. Этот дворец был построен для внука князя
и здесь проживал Николай Романов. Его сослали в Ташкент, но для него было построено вот такое вот место, вот такой вот красивейший дворец. Здесь внук императора жил до самой своей смерти. Просто сколько фонтанов, какая красота, здания, все чистенько. Ну, просто вау. Давайте подойдем ближе к этим фонтанчикам, может там попрохладней, а то мне уже так жарко. Еще одно знаменитое место в городе — это вот такой вот фонтанчик с, можно сказать, даже бассейном. Смотрится очень красиво, столько воды, и когда стоишь в такую жару рядом с водой, должна сказать, немного легче становится, поэтому я тут стою рядышком, потому что тут чуток прохладней. Я еще немного погуляю, но, к сожалению, моя камера уже садится. У меня нет с собой дополнительного аккумулятора, и поэтому придется, к сожалению, этот выпуск заканчивать. Это арка в честь независимости, и также на ней живут аисты. Выглядит очень нежно, красиво. Популярное место тоже, чтобы встретить закат солнца. Тут есть аллея, очень аккуратненько так. А вот и я сейчас собираюсь за Элей и взял себе кофе в дорогу. Ехать все-таки в аэропорт минут 40-50. Еще и по пробкам. Все-таки рабочий день, как-никак. И будем забирать наконец-то Элю. Надеюсь, она там не очень скучает, потому что я скучаю. Ну, все-таки скучно без нее. К сожалению, ребят, у меня садится камера, и поэтому нам пора прощаться. На вот таком вот красивом месте, на фоне вот этой арки, я буду закругляться. Желаю всем хорошего дня и до новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, кто был из вас уже в Ташкенте. Если не были, обязательно приезжайте. А я погнала в аэропорт. Пока-пока.